Старенького пса Артемку увидели в обояни давно, еще в середине весны. Собака была худой, облысевшей и истощенной. Пес в одиночестве бродил по улицам города, но никто ничем ему не помог. Все, что было нужно собаке, немного еды и человеческого тепла. Однако, когда люди видели Артемку, они пугались и прогоняли его прочь. Дети часто тыкали пальцем на пса, называя его уродливым и противным. В такие минуты собаке было невероятно больно и обидно. Да, животные способны испытывать эти чувства. Он же не был виноват в том, что болен, поэтому так выглядит. Но люди этого не хотели понимать. Местные жители знали о существовании больного и несчастного пса, но никому и в голову не пришло оказать ему помощь. Собаку воспринимали не как живое существо, а как пугало. Никто даже не хотел дать ему немного еды. Недавно мимо Артемки проезжала девушка из Курска. Она остановилась возле несчастного пса. Тёма очень удивился, так как впервые человек подошел к нему, а не убежал от него. Артемка стоял под ливнем и смотрел на девушку, как на жительницу другой планеты. Его глаза были очень грустными, в них читалась невыносимая боль и тоска. Пес никогда никому не был нужен, он считал себя лишним в этом мире, ведь ни один человек не проявлял к нему интереса и понимания. К нему относились только с жестокостью, презрением или равнодушием. Когда Элина подошла к псу и присмотрелась поближе, она поняла, что у него заболевание кожи. У пса были высыпания. Вероятно, эта болезнь была заразной. Девушка очень хотела помочь псу, но она была заводчиком. В доме Элины жили породистые собаки, она не могла подвергать риску их здоровья. Элина позвонила мне, отправила фотографии Артема и спросила, что можно сделать в такой ситуации. Знаете, мне часто приходится видеть больных и несчастных бездомных животных. Однако фотографии Артема просто растрогали мою душу. Пес выглядел настолько истощенным, усталым и обессиленным, что на него было страшно взглянуть. Я не понимала, как можно довести животное до такого состояния. Тёма страдал от демодикоза. На начальных стадиях это заболевание лечится очень быстро, но никто ему не помог. В итоге такой плачевный результат. Возможно, пса выгнали на улицу собственные хозяева, потому что не захотели устранять эту проблему. Такие случаи тоже были в моей практике. Мне уже некуда было забирать животное, но я не могла оставить его без помощи. Ведь в таком состоянии его никто не заберет, поэтому пес обречен на страшную гибель. Я послала своих ребят за Артемкой, но сама еще не знала, где он будет жить, мест совсем не было. Тема оказался очень хорошим и дружелюбным псом. Правда, он очень настороженно относился к различным медицинским процедурам, не давался делать уколы. С Артемкой меня очень выручила Наташа. Это человек широчайшей души. Несмотря на то, что у нее тоже не было мест, Наташа нашла местечко для Тёмы. Так он стал одним из наших подопечных. Я безумно благодарна Наташе, потому что, если бы не ее добрая душа, Артемка бы точно погиб на улице от голода и болезней.